Сейчас мы едем на поезде вдоль Балтийского моря из Германии в Польшу. И по карте видно, что мы сейчас подъезжаем уже прямо к границе с Польшей. И нам интересно, будет ли здесь какая-то остановка, проверка. Смотрите, вот мы уже подъезжаем прямо к границе. Вот полоса — это граница. И давайте посмотрим, что здесь. Машины стоят. Так, смотрите, пересекаем границу практически здесь. Какая-то станция. Альбе-Гренце называется станция. Вот здесь мы можем выйти, например, и в Польшу пешком прийти с тобой. Но мы решили доехать на поезде. У нас сейчас с левой стороны море Балтийское. Вон там я вижу, полиция проверяет машину. Наверное, машины все-таки проверку проходят. Да, шмонают. Смотрите, как раз въезжаем, вот прямо сейчас пересекаем границу. Вот она здесь и находится. Ну вот уже, я думаю, вот это уже Польша, польская территория. Да, вот машины стоят, польская полиция. Вот так мы проехали. В поезде никого не проверяли. То есть документы нас не проверили вообще. Ну что, мы в Польше, на вокзале в городе Свиноустье. Приехали вот на этом поезде. И сейчас отправляемся дальше. Город Свиноустье, большой такой город. Где тут море, где-то с той стороны. Смотрите, какие тут улицы в этом Свиноустье. Короче, это курортный город на Балтийском море. Раньше был немецкий город, сейчас польский. Почему называется Свиноустье? К свиньям не имеет никакого отношения. Просто здесь река Свина или Свина впадает в Балтийское море. Вот. И здесь ее устье. Короче, все буквально банально, да. Но здесь очень дорогое жилье. Ну, в смысле, снять в аренду. Курортный сезон, лето, август. Полно народа. И жилье очень дорогое. Поэтому мы не будем останавливаться в этом городе. Мы поедем дальше. Но пока мы передвигаемся через этот город Свиноустье, он очень популярен. Поэтому я хочу успеть хотя бы немножко его снять. Сейчас мы идем от железнодорожной станции по центральной части города. И здесь улица с ресторанами. И хоть это польский город, но я слышу одну немецкую речь. Пока. Посмотрите, какой городок интересный. Мы его рассматриваем, и, в общем-то, он нам нравится. Хотя здесь и такие есть простые пятиэтажки. Что-то такое обычное в нем тоже есть. На курортный он не сильно похож, на этой улице. Но этот город уникальный, потому что он расположен на островах. Здесь 44 острова, представьте. Город находится между Балтийским морем и Щецинским заливом. Сейчас, может, я неправильно сказал. Щецинский залив. Да, от города Щецин. Сейчас у нас слева Балтийское море, справа Щецинский залив, а прямо у нас река Свина. И под ней в 23-м году проложили новый тоннель прямо под рекой. И машины ездят не по мосту, а под рекой. Интересно так тоже. Ну, в общем-то, изнутри выглядит как обычный тоннель. Только что ехали под водой в туннеле. Они ехали из Вроцлава, поэтому они приехали с другой стороны. Мы со стороны Германии, а они со стороны Щецина заехали. И приехали сюда, вот где-то в кафе сидят здесь. Город вообще не крупнее, чем наш Гайслинген по населению. Точнее, нет, крупнее. Немножко крупнее, здесь 38 тысяч. 38 700 было написано, да. То есть он... 20. Да. Но, учитывая приезжих, наверное, здесь
гораздо больше в сезон людей располагается. Сейчас здесь очень дорогое жилье, я уже говорил, здесь такие цены, как на южных курортах в Италии, например. Зачем же, спрашивается, платить такие деньги? Губы не накрашены? Нет. Нет, я скрашивала их. Специально. Посмотри, какая. Нет! Смотри, я чуть-чуть выше, на пол головы. Большая какая. Вау, смотрите, какой у нас стол здесь ждет сегодня. Мы не успели добраться, как у нас уже тут такие вкусности. Это пирожные, видимо. А не, это бургеры какие-то. Это какие-то колбаски с салатом, с яичницей. Просто супер. Все, приступаем к еде. Слушайте, но Свиноустье ближе к морю становится более курортным городом. Смотрите, тут какой-то отель, как пансионат выглядит. Банкомат есть. Цветочки растут. Здания красивые, желтые. Улица, ведущая прямо к морю. Я вдалеке там уже вижу. Короче, возле моря припарковаться невозможно. Все напарковано. На платную парковку заехали, там нету мест. Ездим уже третий круг. Я бы тут встал. Но нельзя, да. Так, еле припарковались, нашли место здесь. Вот так поставили, еле втиснулись. А то полдня ездили вокруг. Все, на час мы сейчас, да? На час, ага. Окей, я оплачу. Подтвердить. Сейчас, да. О, оплата прошла. Окей, 5.20 и мы стоим целый час. Сколько это в евро получается 5.20? Один с чем-то, да? Ну отлично. Положи на торпеду этот талончик. И мы наконец-то пойдем на море. Наши женщины уже пошли, надо их найти. Разочарует ли нас море? Говорят, здесь самый широкий пляж на Балтийском море в этом месте. 200 метров в ширину. Песчаный, да. Ты тоже первый раз на Балтийском море? Да. В субботу купался. А, ты уже был здесь. Ну, был не здесь, а я был первый раз на Балтийском море зимой вообще. А Ага. летом первый раз был в субботу, в этом мы приехали, первый раз покупался. А ты раньше был в Гданьске, да? Или где? Да, Гданск и Сопот. А, ну как тебе? Там зимой было ветрено и холодно, да? Там сыро очень, да, и очень холодно. Ну вообще. Классно, море прикольное. О, смотри, песок. Мне больше всего тут напоминает Португалию. Я когда был в Португалии, в Лиссабоне, на океане, вообще атмосфера один в один. Ага. Так что, друзья, кто не был в Португалии, езжайте на Балтийское море. Атмосфера один в один. Смотрите, сколько песка, и песок такой чистый, рассыпчатый явно. Вот мне такой нравится. Класс! Ха, такая атмосфера, будочки стоят. Вау, действительно широченный пляж. Настоящее море, елы-палы, куда мы попали, глянь. Вчера дул ветер очень сильный, был тоже широченный пляж в Калабрии. И очень похоже на океан, очень похоже. Волны были Волны очень большие, сильные, да? Сейчас не такие, а вот вчера были такие мощные. Ветер сильный был. Ты что, я на песчаных пляжах давно не был. В Хорватии там камни, в Италии камни, а здесь песок настоящий. А там, куда мы едем, Алена сказала, там вообще похоже на Санджейку. А, вот такое. На такой, короче, дикий. Обрывы есть, что ли? Ну, такое же. О, ага, вот и наши. Nareszcie wolny, czuję luz, w kieszeni słońce, nie ma nam już kurs, nie potrzebuję żadnych dróg,
тиша, в душе пук. Смотрите, друзья, мы уже босиком, но еще не в плавках. Просто хотим подойти к воде и попробовать, какая вода. Тут уже замки построены. На песке всегда много развлечений. Дети строят всякие замки, потом их рушат. А вот тут не только дети, тут чей-то папа строит замок. Класс, такие волны. И вода достаточно чистая, хотя она не выглядит синей, да? Боже, море, Виталик, море настоящее. Я думала, мы вообще тут нет. Я думала, здесь будет вообще 3 человека в куртках. Насколько она теплая, Холодненькая. хорошая, Хорошая. бодрящая. Закатывай сильнее брюки. Мне тоже надо сильнее закатывать. Классно, я буду купаться. Только не сейчас. Сейчас Мы- уже времени нету. А вообще я нормально. Я думала, будет еще холоднее. Ну, на самом деле гораздо. холодная, конечно. Не, она холодная, это она не теплая, но она нормальная. Она не такая, что нельзя купаться. Смотри, как далеко Данька зашел. О, Там можно... прикинь, это ж надо идти сколько Да, в холодной воде надо идти так долго, чтобы окунуться. В общем, тут мелко. Говорят, все Балтийское море такое мелкое. И тем не менее, посмотри, сколько купаются, сколько на пляже, посмотри, сколько людей. Это сезон. Ну что, как оно Балтийское море в действии? Холодно. Холодное все равно, да? Скажем так, освежающее. Освежающе. Освежающее. А самое трудное, я так понимаю... Мелкая просто. Ты Да, идешь, ныряешь, а там вот так вот все время по колено. Как ты зашел? Я пересилю себя, а потом тепло уже. Скажи, да? Нормально. а на ветру потом вылазишь холодно, да? Нет, Не, нормально. нормально. Сегодня здесь плюс 20 температура на улице. Тут, по-моему, градусов 19 вода примерно. Ну а на улице тепло, только ветер холодный. Вот А если это, б не считай, ветер. сегодня нету ветра. Вчера было А, больше, да? Да, это вообще ветра нету. Это Понял. Тут торговля происходит. Слушай, как этого не хватало. В Италии, да? И в Вообще Хорватии. везде, нигде такого нет. Только ж спросить сложно. Что он говорит, непонятно. Непонятно. Что-то продает. Но это не так, как у нас. Жалко. Креветки, кукурузка, В кукурузка. каждой стране по-своему. Ух ты! Как приятно? Класс. Хорошо придумано, да, я попробую. Ну теперь лицо мокрое. Ой, сильно мокро, да? Это когда, Лицо мокрое. это когда сильно жарко, просто освежаться. Значит, полная поездка, полный круг стоит 50 злотых на одного человека, если полный автобус. Если катается один ребенок, это будет стоить 150. То есть, если перевести это все в евро, на одного человека 12 евро. 12 если полный евро. автобус. Вот так вот сесть, прокатиться все вместе, 12 евро будет стоить. А По-моему, если- это очень дорого. Мы были в этих, в немецких городах, такие автобусики стоили там по 5 евро, даже по 3 было. Да, дорого. 10 максимум. Курорт. Курорт. А если один ездишь, вообще 36 заплатишь. Да, это супер дорого. Я думаю, почему у него клиентов нету там. Он с такой мольбой спрашивал, рассказывал. Но он на польском, я ему украинский с немецким пыталась говорить. Но мы поняли друг друга. Я привык к перемене мест, каждый день находить и терять. Я привык, что мне неизвестно, где придется мне ночевать. Хорошо иметь собственный дом, за окном красивый пейзаж. Если только не заперты в нем,
если можешь покинуть всегда. Я привык к перемене мест. У меня свой собственный крест. За плечами рюкзак и билет проездной во все стороны света. Мы приехали в свой отель уже к 9 часам вечера. Вот это 2 корпуса нашего отеля. Сейчас мы уже выбрали тут комнату. Покажу вам, где мы заселились. Хорошая такая красивая территория. Больше мы ничего пока не видели. Здесь просто город, пока ехали. Смотрите, какие ели красивые растут. Туи целый ряд. Газончики стрижены. Тут для детей развлечения, всякие батуты. Цветы везде. Но по ощущению, конечно, я бы не сказал, что есть чувство курортного города, потому что прохладно. Обычно, когда на море приезжаешь, сразу такая жара, так цикады, духота, морем пахнет. Здесь как-то все более привычно, обычно для нас. Но только вот дети веселятся, и так видно, что это отель. Там какая-то зона барбекю. Сейчас пройду сразу, пока покажу территорию. Ну, там люди сидят. Конечно, здесь везде люди. Можно за столом, наверное, поужинать. А вот дети веселятся тут. Так. И в этих 2 домах с обоих сторон есть номера. И один из этих номеров наш. Когда ищешь свой номер, то главное не перепутать с чьим-то чужим. Нужно ориентироваться по номерам. Вот у нас 7. Смотрите, столик тут стоит. Так интересно, вроде как бы все близко, рядом, но с другой стороны там не видно соседей. И из-за того, что здесь туи, цветы, то как бы противоположного дома и не видно. Никто друг у друга на голове вроде не сидит. Короче, вот наш номер. Сейчас мы разуемся, зайдем. Лада уже там внутри. И покажем вам, как здесь внутри. А вот и наши апартаменты. Диана уже познакомилась. Где тебе больше всего нравится? На диване, да? Вот это наверху. Это 1-й этаж. Деревянный домик. Но он только изнутри деревянный. Так-то вообще, я думаю, он кирпичный. Но он теплый, довольно-таки теплый. Смотри, здесь все есть. Тостер, кофеварка, вытяжка. Кофеварка и копибарка. Да, микроволновка, чайник. Ну, в общем, полный набор. Для того, Всякие чтобы кастрюльки. приготовить поесть, да. Да, это все, ну, как обычно, все есть. Вот, диванчик, который раскладывается. Здесь можно вдвоем спать. Столик, чтобы кушать, телевизор смотреть. Давай сразу По 1-му покажи. этажу, да, Да, по санузел. 1-му этажу, потом пойдем на 2-й. Душевая кабина красивая, нормальная, все функциональное. Умывальничек, зеркало, унитаз, сушилка для белья, Бойлер, фен. видишь? Фен, все есть, упаковано. Отлично. Да. Часы здесь висят, Зеркало. зеркало. Так, иду наверх. Ты знаешь, в этот раз мне этот домик больше нравится, Чем предыдущий. чем на озере мы там были, да? Да. Почему-то. О, 2-ярусная Да, кровать. Диана, ты уже на да, самом да. верху. Это Дианина комната, по сути. Ну, я не знаю, кто там спать. Ну, гости, будут к тебе гости приходить в качестве меня, там. И будем спать Лада там. будет к тебе в гости. Да, я ходить. буду к тебе в гости ходить. Я думаю, это у копибарки, понимаете, эта штука? Смотри, О, целый шкаф. это шкаф. Так, иди дальше. Сейчас, в общем, комната как бы для детей с мамой, ну, не знаю. И еще одна комната на 2-м этаже с окошком и с большой кроватью. Класс. Это как бы комната премиум, 1-го класса в этом домике, поэтому Комната родителей, так это сказать. комната родителей, это комната романтичных вечеров. А, вот так. Потому что у нас 2 пары. А, ясно. Будем меняться. Тут тоже Да. шкаф, да? Да. М. Шкаф. То есть Давай посмотрим, куда вид. А вид во двор. А двор тут красивый, кстати. очень туи ухоженный, растут, да.
Напротив такой же дом Просто с такими шикарный. же точно номерами, как здесь. Ну все, я рад. Я Мне счастлив. нравится внизу диванчик. Я бы хотела жить там. Настало утро, и мы идем на море. Первый раз в Польше на море. Мы даже не знаем, где здесь выходить со двора. А вот калитка есть. Спалось нам прекрасно. Ой, тут надо ключом, наверное, открывать, да? О, действительно, есть у нас ключ. Надо открывать, закрывать. Вот наш отель. С обратной стороны мы вышли сейчас. И тут такая оживленная велосипедная дорожка. Все едут из этой деревни, которая называется Устка. Все едут на море. А море расположено за лесом. Говорят, недалеко. Przepraszam. Dziękuję. Зенька, а что надо говорить? А я не знаю. Короче, она сказала извините, а мы ей сказали спасибо. Мы просто помешали ездить. Кстати, Лада, у нас тут тоже есть такая опция взять велосипеды и на велосипедах перемещаться. Короче, не избежать мне этого. Лада боится великов. Ну ничего. А на прокат можно брать еще вот такие вот самокаты Bolt. У нас же есть приложение такси Bolt. Самокаты, наверное, тоже можно арендовать по этому приложению. Интересно, насколько дорого это. До пляжа нам идти 600 метров. Так карта показала. Дорожка красивая, через лес. Последний этап вообще по песочку вот так вот. Смотрите, какой лес тут мощный, сосны. Прям настоящий лес. Приятно находиться. Но я бы не сказал, что жарко. Даже вот сейчас уже полдень почти. Мы выбрались только в полдень к морю. Но не жарко вообще. Тут много тени. То есть я думаю, мы здесь не сгорим с Ладой. Бояться Главное нечего. не замерзнуть. Да. Тут самая главная задача не замерзнуть. Я уже вижу море. Получается, мы вчера отъехали от Свиноустья 237 километров, чтобы сюда добраться. Вот. И говорят, здесь есть обрывы такие, похожие на обрывы в Одесской области. Вот на побережье Черноморском. Лебедевка, да, там потом это курортная. Да. Да, очень похоже. Смотри, даже лучше. Боже, какой длинный пляж, смотри. И людей много, что-то неожиданно много. Как-то я думал, будет меньше. Такой себе тихий курорт. Ничего По-моему, себе. не тихий, да? Вот это да. Песочек красивый, мне уже нравится. А вот море сегодня волнуется больше, чем вчера. Смотрите, тут люди строят такие загородки от ветра. Для того, чтобы их не сильно задувало. Потому что ветер сильный и некомфортно лежать без загородок. Очень интересно. Это, наверное, особенность данной местности. Рядом лес, и оттуда от деревьев тень падает прямо на пляж. Поэтому обгореть тут точно не обгоришь, можно в тени полежать. Места много, но и людей много. Просто я не ожидал, что это место окажется таким популярным. Вообще Балтийское море, летом, пляжи эти все. Почему мы сюда приехали сейчас? Могли бы поехать, например, по расстоянию. Это даже дальше, чем до итальянского побережья. Могли бы в Италию поехать. А мы приехали в Польшу. Но есть две причины, почему мы приехали сюда. Первая причина то, что в другие месяцы, если бы мы приехали, скажем, под осень, да, здесь вообще было бы холодно. И теплее уже не будет, да, в этом году. Поэтому лучше побывать здесь в теплый период, чем мерзнуть когда-нибудь осенью. А осенью мы сможем побывать и в более теплых краях. Кстати, наши родственники, все, я их нашел. Водные развлечения есть. Вертолеты летают над головой. Не знаю, военный вертолет или... Нет, это гражданский какой-то. Может, спасатели. Воздушные змеи. Вот будка спасателей. Но, как я уже говорил, переодевалок и туалетов не наблюдается. Ну, совсем не жарко. Ладно, как здесь находиться? Комфортно. Я думаю, загорать приятно. Знаешь, в жару, допустим, такое время, как сейчас, вот полдень, просто невозможно. Помнишь, мы в Хорватии, мы просто убегали, мы Да. прятались в тень. Здесь вообще комфортно сейчас, классно. Ветер не холодный,
ну как бы, Но все равно как-то не очень приятно. Я думаю, из воды выйдешь, будет обдувать вообще. Siyadanse busuku izinhliziyo zikhululekile ukukhanya kusiho. Холодная вода. Капец, какая холодная. Вчера было теплее. Я не могу. Ладно, холоднючая вода вообще. Сильно холодно. Ну давай, я с камерой не пойду, а ты заходи. Ладно, рисковая. Боже, сильно холодно. Вообще, капец, как тут можно купаться? Я боюсь, потом выйду, буду мерзнуть. надо быстрее окунуться, а потом уже через буквально пару секунд уже Ух. А чё над нами все время вертолет летает? Сторожит нас? не утонули. Все, я окунулся. Ой, страх. Надо привыкать. Кошмар. Вот это курорт. Ну мы приехали покупаться. Классно, тебе понравится? Поморжевать. Мне нравится. Слушай, холодная вода, она свое что-то есть. Хорошо. Не знаю, не знаю. Ты не понимаешь. Я жару люблю, просто ужас. Представьте, вот так купаться все время. На волнах можно прыгать. А действительно, через уже вот сколько секунд Пару прошло? секунд, да. Ну не пару, 10 секунд уже я чувствую себя лучше. Уже привык. А я уже вылазить не хочу. Да, серьезно? Да. Боже. Она не такая холодная, чтобы сковывать мышцы. Смотрите, как мы далеко отошли. Наверное, метров 30. А может 40, да? Мелкое море. Длинные пляжи. Можно идти далеко. Я хочу сходить, ладно, вот туда, где эти обрывы красивые, да? Где пляжи уменьшаются, и там лес такой. Природа, конечно, потрясающая здесь. В ту сторону какой-то порт, поэтому я туда не хочу идти. Но там основной поселок. Там магазины все. Мы с тобой обязательно прогуляемся еще. Но вода не соленая. Вот сравни с Адриатическим морем. Там вода какая-то густая, вообще другая, да? Она как желе, там вода. А здесь вот такая, как в озере. Просто как в озере. Она чуть-чуть соленая. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Gorąca, gotowana kukurydza, popcorn. Вот такую кукурузку продают на пляже. Вон парень пошел. Мы не удержались, купили пару штук, теплая. Как у нас в Одесской области. Знаете почем? Одна кукурузка 4 евро. То есть вот это вот 8 евро стоит. На территории нашего отеля реально есть бассейн, только он не круглосуточный, с 10 часов утра его открывают, сейчас он закрыт, вот так, и до 6 вечера. Это входит в стоимость нашего апартамента. И знаете, сколько мы платим за то, чтобы в этих апартаментах отдыхать? 125 евро в сутки. И все, что есть на территории, можно использовать. Вот эти беседки, там есть еще велосипеды где-то, я еще до них не дошел. Мы с Ладой хотим покататься на велосипедах. И, возможно, сегодня предпримем такой шаг. Хотя Лада, конечно, опасается велосипедов. Получается, лично мы с Ладой платим за это жилье 63 евро в сутки.
На великах будем кататься? У нас в отеле можно брать велосипеды для того, чтобы покататься. Тут в основном детские, но для Лады детские тоже подходят. А я возьму вот этот большой. Вообще тут есть и еще несколько велосипедов, вчера я видел, но их кто-то уже забрал. Я возьму с этой детской коляской. Мы прокатимся с Ладой немножко. Если что, посадишь меня в коляску. Да, на обратной дороге. Помогли нам избавиться от сидения детского. Оно нам типа будет мешать. Отсоединили. Мы-то с Ладой не собираемся далеко сильно ехать. Я не уверен в том, что Лада сможет нормально ехать на велосипеде, потому что она очень давно каталась. Я вообще не умею ездить. Мне страшно. Смотри, я еду. Ура! Ух ты, это уникально. Как тебе вообще сиденье? Может, выше поднять? Нормально. Отлично, как раз велосипед для меня. Ой. Там же скоростя можно переключать. Тебе трудно крутить? Не, нормально. Попробуй тормоза, есть? Ага. Ну все, тогда можно ехать. Ой, а у меня такой велик, что-то он хрустит. Людей давить поедем. Поедем давить людей. Или ничего? Ничего страшного. Ладно. У нас есть страховка. У них Окей. должна быть тоже. Я имею в виду медицинскую. 50 евро мы в год платим с Ладой за иностранную медицинскую страховку, чтобы если за рубежом где-то попадешь в неприятность, тебя могли полечить. Но система такая, ты сначала идешь в клинику, например, в Польше, да, лечишься, платишь сам за лечение, а потом уже привозишь этот счет, чек оплаты в Германию, и тебе тогда твоя страховая компенсирует это лечение. Вот так это работает. Вот, друзья, смотрите, люди на пляже идут. Я думаю, поехали лесом, да? Ну да. सपनों की दुनिया रंगों में खो जाए Поломанный велосипед. У меня все время вот такие вот какие-то штуки. Я боюсь далеко на нем ехать, потому что мы тогда не вернемся назад. Он сломается где-то. Как на нем люди вообще ездят? Скоростя переключаются, но все равно что-то щелкает. Одним словом, опыт неудачный. Притормаживай. Ты шо, вот здесь. Ты чё упала? С машины. Так надо было сворачивать, а не падать. Все. Ты не ушиблась, нет? Нет, я не ушиблась, мне хорошо. Я не понимаю, как можно было умудриться вот тут. Я думаю, сейчас врежусь в машину, а у меня руль водит, понимаешь? И я на тормоза, и потом с перепугу думала, лучше сразу спрыгнуть. Спрыгнуть не смогла, упала. Все. Я буду тут жить. Покажи мне рану еще раз. Ух ты, содрала. Слушай, у тебя там еще, смотри. О, Надо пойти помыть руку, Дусь. Тут тоже содрала ты, надо пойти помыть песок, а потом только обрабатывать. Все, иди мой. Короче, друзья, я говорила, я предупреждала. вот так мы докатались. Мы уже второй день находимся на этом курорте, который называется Устка в Польше. Его очень любят немцы, в том числе. Не только поляки сюда приезжают, потому что для немцев в Польше гораздо дешевле отдыхать, чем на тех же самых балтийских курортах в Германии, потому что есть часть Балтийского побережья, которая немецкая. Вот мы сейчас находимся от границы с Германией в 200 километрах, даже 230 километров. И, конечно же, добираться сюда лучше всего на машине. И многие немцы едут, потому что здесь удивительное сочетание такой вот лесной природы и морской природы.
Мы второй день находимся уже на морском курорте в Польше, и мы не перестаем изумляться тому, как здесь все не так, как мы привыкли. Обычно моря это такие более пустынные места, или скалистые места, или горные какие-то. А здесь лес, представьте. Прямо на берегу огромный лес. Мы вот сейчас уже с Ладой минут 10 шли по этому лесу, по тропинкам. Он как парк, но такой дикий парк, да? И мы все не могли понять, где мы еще такое встречали сочетание. Ну нигде. Вот сосновый лес, он у нас в Ирпене, да, в Киевской области. Весь город Ирпень, он, в общем-то, построен в лесу. И там такие места встречаются, но там нету моря. Здесь идешь через лес и выходишь к морю. Идеальная ситуация. Настоящий лес сосновый. Полноценное, прекрасное море и огромный песчаный пляж. Вы сейчас видите, это просто чудо какое-то. Столько простора для прогулок Да. разнообразных. Смотрите, здесь вот волейбольные площадки среди леса. Здесь какие-то такие деревянные настилы интересные. Просто велодорожки, можно гулять. И широченные пляжи длинные. И самое главное, здесь немного людей. Здесь тишина. Смотрите, лес, никого нет. У нас даже в Ирпене гораздо больше людей в самом лесу. Да, хотя курорт этот оживленный. Мы вчера тоже сначала думали, что здесь вообще практически никого нету, пока не вышли на пляж, а там толпы людей. Но, тем не менее, погулять есть где. И если кому нравится такой спокойный отдых, то можно вот, например, прям по лесу пошариться. Здесь редкие прохожие, спортсмены, велосипедисты проезжают. Хотим вам рассказать, что мы поняли про этот курорт и про то, чем отличается, например, Балтийское море от Адриатического моря. Обычно мы загораем как? На море у нас день такой. Мы встаем рано, идем, допустим, 7-8 часов, это идеально. И до 11 часов мы загораем. Потом мы с 11 до 4. Это у нас вообще мертвое время. Мы либо спим, либо едим, либо где-то прячемся от жары. А здесь не так. Здесь можно прийти, и здесь в полдень комфортно, классно, ветерок тебя обдувает. Тут постоянный ветер, конечно. Но это есть, в этом есть своя прелесть. То есть ты не чувствуешь этой жары, тем не менее солнышко, вода, загораешь. Конечно, вода прохладная. Просто комфортнейшее море, но оно не всегда здесь такое. Я думаю, что сегодня, посмотрите, сегодня 30 градусов жары, то есть полноценный курортный день такой, ну, загорательный, да, если так сказать. Но здесь этот день всего один в году, я так думаю. До этого были дожди, прохладно было, и потом вот это мы специально выбрали неделю солнца в августе, чтобы море немножко прогрелось и чтобы была более-менее нормальная температура. Это всего неделя здесь. То есть ехать сюда наобум как бы рискованно, потому что можно попасть на дожди, на ветреную погоду, на пасмурную, и тогда здесь будет вообще некомфортно. Сейчас мы вышли из леса и зашли в сам поселок, который называется Устка. И это, конечно, не первая линия, но смотрите, какие красивые здесь отели. Это, видимо, какой-то отельный городок, и прям до моря он расположен туда. Мы узнали, сколько стоит здесь номер на ночь. И цены, конечно, здесь бьют по карману сильно, гораздо сильнее, чем нас, например. Здесь двухместный номер стоит от 160 евро и до 190, до 200 евро, представьте. 2 человека всего лишь. Жесть. А мы снимаем сейчас апартаменты, не номер, а апартаменты, в котором На 5. и за 125 евро. Мы намного дешевле арендуем. Причем с кухней, то есть это еще плюс. Мы готовим, мы на рестораны не тратим. То есть вот это то, что мы снимаем, это самый дешевый вариант вообще. Здесь, конечно, ближе к морю на 2 шага, но всего лишь на 2 шага. Я, честно говоря, не вижу разницы. Обожаю курортные городки, друзья, потому что в них особая атмосфера. Это море, отдых, люди все радостные, ходят, отдыхают. Приехали от работы, оторвались, наслаждаются жизнью. Короче, полноценный курорт. Похоже на Одесскую область, песок, широкие пляжи. Но, конечно, своя какая-то у них атмосфера есть, и причем своя история. Дело в том, что Устка долгое время
Это город, который был немецким городом. Само слово Устка обозначает устье, а по-немецки устье это Мюнде. Река Слупля впадает где-то здесь в море. Очень долгая и сложная история у этого города, но нас сейчас интересует не история, а сейчас интересует пляж. Я так понял, мы вышли сейчас прямо на центральный пляж. Смотри, сюда так и прут люди сегодня утром, хотя уже 11 часов. Долго отдыхающие спят дома, а потом выходят. А им спешить некуда, солнце круглый день и нету такой палящей жары, можно сидеть целый день. Смотрите, какие будочки здесь стоят интересные. Они, наверное, продаются, как шезлонги. В них сидишь ты и наслаждаешься морем или же загаром. Их можно разворачивать в разные стороны. Они пронумерованы. Сейчас заглянем. Не знаю, где нужно узнавать про цену на эти будочки. Но они действительно интересны. Это только вот на северных морях такие вещи существуют. Там есть замочек, вещи можно складывать, да? Это так интересно вообще Когда на ты- самом деле, представь себе. Когда ты идешь купаться, ты оставляешь вещи вот там, да, и идешь купаться. Садишься и загораешь. Да, а надоело загорать, разворачиваешь эту штуку в ту сторону и смотришь на море. Представь, вот прикольно, да? То есть, если ты хочешь тенек, то тебя не обдувает, ты смотришь на море, и тебе тепло, ну, как бы, и не горишь на солнце. Вообще удобная вещь. Когда я смотрела YouTube-видео об этом месте, то мне было очень странно, думаю, какой-то странный пляж, какие-то туалетики стоят там. Ну да. Зачем? А теперь я понимаю, зачем. Зачем же? Где Да. бы узнать цену на этот? Даже не знаю, как это называется. Ну На да. южных морях там обычно бывают такие паланктины или беседки такие с матрасом, да, и обтянутые тканью для того, чтобы, скажем, защищаться скорее от солнца, да. А здесь нет, здесь от ветра. Вот в чем особенность. Мы на самом центральном пляже Устки. Сейчас покажем вам количество людей. Вы уже можете видеть. Людей полно. Просто, честно говоря, я не ожидал, что на Балтийском море так много людей, что это море вообще такое популярное. И даже не ожидал, что вода здесь такая чистая. Смотрите, прозрачная, несмотря на песок. Это как-то уникально. Получается, что песок не каламутится. Несмотря на волны, все равно прозрачная вода. Просто красота. Есть тут и водные развлечения, есть тут и для детей развлекалки, любят дети покопаться в песке. Видите, многие люди приходят с лопатами просто, роют здесь ямы на пляже, что очень интересно. Прям лопаты берут с собой взрослые дядьки, ковыряются в земле, создают какие-то, не знаю, замки, там, окопы, водоемы. И таким образом, наверное, впадают в детство. Но я бы тоже поковырялся, будь у меня больше времени. Впереди у нас детские развлечения, целый городок из всяких горок. Какой-то Диснейленд, не знаю. Здесь даже есть где-то лунопарк. Да? Ну, Да, скорее я всего, думаю, он там. вечером мы еще придем на набережную и найдем лунопарк. Что нужно отметить, я тебе скажу, что здесь не такие наглые отдыхающие, как, например, в южных странах, в Испании или в Германии, да, Стеснительные. стеснительные. Здесь топлес не загорают, Хотя я видела немок. да? Да, они как обычно. А, немки здесь по-своему Да, себя ведут. да. Ну, в общем-то, в принципе, везде, на каждом пляже можно повстречать девушек топлес, но здесь я как бы и не встречал особо. Мы поднялись с пляжного человейника на набережную, и меня тут изумляют вот такие растения. Смотрите, что-то похожее на шиповник, только очень крупный. шиповник. Это шиповник, да? Это самый натуральный шиповник, классный, такой сладкий. Ты что? Это тот, который наш. Серьезно, что он такой громадный? Но он Я такой и должен быть. Это Серьезно? настоящий шиповник. У нас я да. такого не видел. Класс. Так, друзья, смотрите, мы попали в ресторанную зону. Здесь все вокруг общепит. Куда ни посмотри, вдоль набережной идут рестораны. Хочу вам показать отель, который находится вот здесь, прямо на первой линии. Называется Натура. Вон он стоит, серенький такой. Вообще невзрачный. Мне кажется, это какое-то производственное здание, переделанное в отель.
И цена за одну ночь в двухместном номере составляет сейчас 128 евро в этом отеле. Покажись. Ну-ка, покажи свои новые очки. Короче, у нас нету злотых, пришлось заплатить с карты. О, а наклейку Polaroid надо отклеить, потому что ты не будешь видеть. 45 злотых польских, смотрите. 45 польских злотых, сколько-то в евро. 11,56 евро. Вот, у нас 2 чека как раз. Насколько мы уже знаем, покататься на таком кораблике одному человеку стоит 17 с копейками евро. Около 17 евро. Красиво. Пиратский корабль выходит из бухты. Весь деревянный. На палубе стоит ведущий в форме пирата или капитана. И погнали. День добрий. Дякуємо bardzo. А блюдо дня? Скільки коштує? Скільки коштує блюдо дня? Так? 48, так. А, Ага. два. Два блюда дня, будь ласка. Ну что, мы все-таки нашли, где нам недорого поесть. И здесь получилось то, что мы искали. Это какой-то супчик. Ты не помнишь, как он называется? Овощной супчик. Овощной, да? Это налысники. Это украинское такое блюдо. Ну, есть. наверное, это польское Блинчики, блюдо, да, блинчики, но называется почти как по-украински налысники. То есть это какие-то листья, там все. Смотрите, их целых 2, и на европейские деньги это 7,50 евро. Вот такое блюдо стоит. Это достаточно дешево для такого большого объема еды. Вот такой супчик стоит приблизительно сколько? Но это не один супчик. Да, тут это супчики, комплекс. плюс нам еще второе принесут. Это комплекс стоит 11,57, 12 евро. 12 евро, 2 блюда, это значит приблизительно по 6 евро каждое блюдо. Вот этот чай, значит у нас тут 2 чашки в чайничке. Он стоит около 4 евро. И в целом, сколько мы с тобой? 22,50. За 22,50 мы умудряемся поесть здесь. Это, На берегу, ну, на пляже. да, это практически. практически рядом с началом Вот набережной. еще одно нам несут блюдо, Еще одно которое блюдо входит щас. в этот, да. О, дуже дякуємо Дуже, вам. ого, дякую. Смотрите, какой большой. Смотрите, какое. Это парень, он по-украински говорит, он Да. нас обслуживал, потому что мы обсуждали меню с польской официанткой, и она сказала: я вас не понимаю, я позову сейчас, у нас есть человек, который по-украински говорит. Так То что есть посмотрите, сколько еды за 22 евро. мы сначала с Ладой подумали заказать 2 вот таких, а потом он нам говорит, там достаточно большие порции. Да, он говорит, это много, можете заказать одну, вам хватит. И блинчиков тоже, Да. говорит, много, вам хватит на двоих. То есть Точно. польки нас бы не поняли, Да, да. поляки. В общем, мы сэкономили. Масса подливы, гречка. Мы, кстати, уже давно не пробовали гречки. Осы к нам прилетели. Гречка. Поляки, оказывается, едят гречку. Немцы же не едят такого. Там гречку не найти вообще. Это какой-то стейк мясной, Да, это куриная грудка. куриный. Очень мягкое мясо. Гречка, куриная грудка, соленые огурцы и овощной суп. Вот это все, это как бы идет в наборе и стоит 12 евро. Вот этих 2 блюда. Шикарно. Очень вкусно. Перчик болгарский, морковка, картошка и цветная капуста.
еще кукурузка. В общем, такой овощной супчик со сметанкой, очень вкусный. Пока ты будешь рассматривать, я все съем. Так, все, едим. Скоро кончится лето. Мне всегда это трудно понять. Почему на нашей планете нужно пору года менять? Просто людям нравится осень. Люди любят холод и грусть. У меня есть много вопросов, но никто не ответит, боюсь. Ничего не изменится никогда. Каждый вечер в небе горит звезда. Не останется